Я приветствую всех подписчиков и зрителей нашего канала. Сегодня у нас очередная эвакуация. Мы находимся в городе Мариенбург, Гатчина, один из районов города Гатчина Ленинградской области. И сегодня мы спасаем Урал, который спустился к речке. Там было достаточно влажно, мягкий грунт, и подняться обратно он уже не смог. Сколько он уже здесь дней? По-моему, сегодня, да, третий день. Ну вот в результате было все-таки принято решение воспользоваться нашими услугами. Посмотрим. А я пошел переоденусь. Произошло следующее. Поехали помогать дорожникам сваи закручивать винтовые. Туда заехал без проблем. А обратно вот. Ну, обратно в горочку, да, не получается выехать. Машину мучил, решил ребят вызвать. Потому что какой вариант не рассматривай. Пришел к выводу, что лучше вызвать профессионала со своим тросом, потому что свой уже порвали с опытом работы. Потому что вызывать какую-то другую технику, все равно деньги платить смысла нету. Лучше работать на результат, я считаю. Пользуясь случаем, передаю привет Сереге, Ильину, Денису. Привет, ребят. Засел по правой стороне вроде так не очень сильно, а по левой стороне, когда прошел, посмотрел, да, там сидит хорошо. Сейчас просто попробуем немножко под углом сюда его вытягивать на более плавный выход через блок. Деревья там далеко, поэтому сейчас встаем на противооткаты, надеваем блок, возвращаем трос себе на фаркоп и пробуем работать. Наши подписчики становятся все менее, скажем, боязливыми и суются все в более грязные реки, русла, канавы, участки. Ну, нам на руку, конечно, а для вас видосик. Как это? Сматывается! Давай, давай! Все в стандартном режиме, ничего страшного. Грязь, вода, все как надо.
Так что сейчас 5 минут и поедем дальше. У нас еще есть на сегодня что показать. Идем хорошо, морда очень резко вышла, оказывается там камень, огромный камень. Теперь еще не зацепиться бы баком за этот камень, потому что сейчас задние колеса будут к нему подходить. Ну вот это вот у нас камни везде, где угодно могут быть, да. Да нет, конечно, доволен, ребята молодцы, приехали. Во сколько сказали, во столько приехали. Бесплатное кино сняли про нас. Вытащили все грамотно. Даже дали рации попользоваться классной, кеновой. Спасибо вам. И до новых встреч, я думаю. Скоро осень. Тьфу-тьфу-тьфу. У нас сегодня будет прям передозировка, внимание. Тут у нас все, и Custom Truck Russia, и куча подписчиков, и народ останавливается посмотреть, поздороваться. Так что сегодня прям домой можно прийти с гордо поднятой головой. Так, ну все, эвакуация этого Урала у нас прошла успешно, быстро. Сколько тут? Полчаса, наверное, потратили, да. Вот. Не знаю, на сегодня были еще планы, возможно, у нас будет ЗИЛ-131. Сейчас будем звонить. Вот. Если там он до сих пор еще сидит, то, значит, едем туда. А если нет, значит, по домам. Ну, сам этот Урал, конечно, не выехал бы. Ребята предложили там накидать досок, там прикрутить доски в виде лопастей на колеса. Но это была, конечно, шляпа, это все не помогло бы. Единственный, кто в этой ситуации мог решить вопрос, ну, конечно, Сережа. Че там? Правильно. Вернулись на базу, потому что ребята сказали, что с ЗИЛом-131 они справятся сами, там у них егерь должен подъехать. Но там ситуация все-таки интересная, потому что поехал за ними спасать их трактор какой-то с близлежащей там стройки. Он засел, потом поехал гусеничный экскаватор, и его засадили, причем хорошо, по-моему, засадили. За ним сейчас поехал следующий гусеничный экскаватор, который пытается его там обкопать и вытащить. Не знаю, как там дальше будет ситуация развиваться. Наверное, все-таки сейчас мы туда, это не очень далеко, скатаемся на легковой машине и посмотрим, что там вообще происходит. Ситуация знакомая, ЗИЛ-131 с неработающим передним мостом, как я понял, и с неработающей передней лебедкой. Здесь везде сухое поле. Вот в одном месте такой плывун, а так глина с песком. И, в принципе, везде, даже на легковой машине мы проехали. Ну вот, приехали спасать этого ЗИЛа. Сначала вот этот трактор колесный GCB, потом вот тот гусеничный экскаватор подъехал спасать уже этот трактор. Ну и вот ждем двух экскаваторов, пока ребята еще не потеряли надежду.
А эту машину сейчас приедет вытаскивать ГАЗ-66. Ну, посмотрим, что тут получится. Привет. Помнишь, я щелкал, но ничего не происходит. Тебе только мандажку надо вставлять и все. Про лебедку-то да, но тут вопрос Нет, надо... здесь рычаг. Рычаг еще в зацеплении, блядь. Закисший рычаг. Надо вот это оттянуть. Давай. Сейчас. Все, пошла. Сейчас. Ожила. Водички, когда он раком стоял, мало залил. Невозможно было налить нормально в радиатор. И подогрелись чутка. Повесили один блок на трактор. Ребята очень быстрые, все делают очень быстро. Шпонку тоже быстро срезали. Теперь надо менять шпонку и думать, как разгрузить еще лебедку, потому что не тянет. Трактор даже не пошевелился. Чуть-чуть что-то там дрогнуло, и все, и сразу шпонка лопнула. Поэтому сейчас блок второй есть, но теперь проблема, надо поменять штифт этот срезной. Не знаю, есть он у них, нету, сейчас будут искать. Рома взялся за лопату. Это мой любимый инструмент. Сейчас все пойдет, ребята найдут болтик вместо предохранительного пальца на лебедку. Навесим еще один блок и все нормально будет. А там идет вода, причем много воды идет. Он прибежал прораб. Ну, честно говоря, я и так уже могу болт ставить, но он с одной стороны только будет держать. Не, так это мало. Конечно, так и шестерки вообще мало в целом. А там шестерка, да? Здесь шестерка, да. Ему бы дрель привезти какую-то, чтобы восьмерку сделать. У меня восьмерка в шишиге. Может, переедем тогда? Шишигой дернем? Да. А куда шишигу поставить? Да просто рядом. Вот рядом поставь и все. Только за что возьмется он?
Это получается, на третий блок тогда. У тебя есть? Второй. Ну, у меня второй, то он такой, он там... Нам и нужен, то есть вес 66-го будет являться просто как бы якорем, да, ну все. Сколько он там весит сейчас в таком виде? Да ничего не весит. Да, ничего не весит. Его потащить быстрее, он добавит там немного, может быть 3 тонны добавит. Надо привязаться, что ли. Да тут не привяжешься уже, за что. Ну давай закопаем. Вон экскаватор есть. Переезжай. Причем по крышу, да. У нее слишком маленький диаметр. Трос охреневает. Ну, в этом деле, да. И слишком плохой подшипник. Да. Ну, все вместе. Тебе его! Не надо, это бесполезно! Трата времени и средств. Пускай лучше похоронят уж теперь там, а то кто-нибудь впорится в это. У тебя что, масло уже загорелось, да? Нет, скоро вот-вот. Так тяните, что идет же, если масло не горит, тяните, хорошо же идет. Это вот прям космос. С правой стороны у меня экскаватор, с левой стороны у меня колесный трактор. Там саед дал, там саед дал. И так и живем. Да, это просто об этом можно только мечтать, да, с каждой стороны от тебя по утонувшему трактору, да, и ты между ними стоишь, и тут одновременно идут две эвакуации, тут и тут, да, и причем ты не копаешь ничего, не носишь троса, да, просто стоишь и... Это просто подарок. На ГАЗ-66 отскочил крючок от конца троса, видимо, плохо прикручен, может, был, сейчас ребята прикрутят его заново. Но тяжело. Шевелится только чуть-чуть и все. Ковш таким якорем встал. Глина. Сейчас будем отрывать ковш, обкопаем и будем снова тянуть. Ну, тут как бы без нас справляются ребята. Пока, во всяком случае. Здесь трос обрубили, перемотали. Теперь снова пытаемся тянуть. Сейчас перематываем трос, а то намотало на одну сторону барабана. Ну и чтобы не поломало ничего, перемотаем его ровненько. С колесным трактором у ребят все тут здорово получилось. А полиспас собрали таким образом, потому что ГАЗ-66 вообще легкий. Сделали тоже от него блок один. Ну, прямо повесили на колесный этот экскаватор. Вот, и вернули на ЗИЛа, потому что ЗИЛ там хорошо привязан. И якорь он был из него очень хороший. И так вот через два блока каждая лебедка тянула через блок. Вот, но разница в том, что если с ЗИЛа кончик возвращался обратно на ЗИЛ, то с ГАЗ-66 конец троса возвращался не на ГАЗ-66, а тоже на ЗИЛа. То есть он был основной якорь. Ну, теперь остается вот гусеничный экскаватор, который
пока не хочет выходить. Откопали еще стрелу. Вот. Ну тут вариантов других нет у ребят, поэтому сейчас он уже почти вот начал выходить на сухое. Единственное, что действительно рукоять и сам ковш создают большой якорь. Вот. И поэтому пока не получается. Но я думаю, вот сейчас уже должен выйти. Ситуация в данный момент усложнилась еще больше. На самом деле я думал, что он сейчас должен был выскочить, но нет. Нет, все-таки не отпускает его болотные монстры. К тому же, если я правильно понял тракториста, мотор заглох из-за большого крена. Ну, возможно, это не точная информация. Так что думаю, что сюда придется подгонять что-то посерьезней. Возможно, даже нас. Надо дождь, чтобы зарядил. Да, надо дождь, чтобы зарядил. Как бы, чтобы вариантов все не было. Только мы. И все. И все как бы будет топчик. Вот, давай, вот так вот ковшом подтыкай его. Вот я уже искренне переживаю и болею за ребят. Я хочу, чтобы он выехал. Честно. Да врешь ты все. Не, ну серьезно. Да не, на самом деле ситуация несложная. Просто, видимо, ребята не так часто с этим сталкиваются. Поэтому маленько бздят. Не более того. Выехал на площадку к ребятам.
Ну, у них там месиво, но нормально так. Провоцировали себя, что ну, давай попробуем еще лучше, чтобы было веселее, ну, уже домой ехать. Проехали, все сюда, здесь по трассе решили не кататься уже, мотоциклистам ничего не портить. Ну и поехали, я здесь проезжал буквально неделю назад. Ну и ехали, в последний момент буквально, как шел ровно, бух, все, и заглох. Тебя, наверное, сглазили. Слишком хорошо катался? Да. Не знаю. Я думаю, эти парни теперь точно не захотят никакого оффроуда. Эти никогда себе Ниву никакую не купят, ничего. Нет, все. Но они большие молодцы, что справились. На данной эвакуации мы больше были зрителями. Все познается в сравнении. И вот сейчас вот действительно что-то когда-то я говорил там про ураловскую лебедку, да, что-то мне не нравилось. Но когда ты видишь, как, допустим, там вот газончик пыжится там или ЗИЛ, ты понимаешь, что ураловская лебедка не так уж и плоха. То же самое, как и вот с этими экскаваторами. Сейчас они пытались тянуть. На самом деле там усилие было очень небольшое, и вот никак ему было не перевалить. Ну, они просто соскальзывали по этой глине, и все. То есть понимаешь, что ну, любая лебедка более-менее такая нормальная, это большая сила все-таки. Такие вот проблемы она решает намного эффективнее, намного быстрее, намного проще. Сильно большого усилия бы не было, если бы это тащили даже мы. Что первый колесный экскаватор, что гусеничный. Вот. Ну а когда нехватка такелажа, нехватка оборудования, тогда, конечно, все это превращается в огромную проблему. А так, если ты полностью укомплектован и оборудован, ну, тогда, конечно, легко быть героем. Ну, у ребят все получилось, мы реально переживали за них, действительно, и болели. Хотелось, чтобы у них все это вышло как можно с меньшими потерями. Ну, в принципе, только лобовое стекло. Вот и все. Сегодняшний день подошел к концу. Удачи, до новых встреч.